Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию на рынках, какие на сегодня ожидания. Заодно посмотрим, что произошло с позициями SOT и FTC, какие там есть изменения, куда эти изменения на предстоящей неделе поведут. И посмотрим, какой внешний фон, какие движения и что ожидать сегодня и в течение этой недели. Итак, друзья, давайте начнем с SOT и FTC, какие движения произошли. Обращаю внимание, я ориентируюсь на те данные, которые выходят вечером в пятницу. Они фиксируют статус-кво на вторник. И я ориентируюсь на позиции нон-коммерсов, то есть это позиции так называемых американских спекулянтов. Итак, сначала данные по буровым установкам от Baker Hughes. Здесь идет стабильный прирост, но действительно, если такие события в энергетическом секторе происходят, нефть просто обязана расти, ну или как минимум находиться на текущих значениях. Следовательно, никто не будет резать косты и будут либо поддерживать, либо пытаться наращивать нефтедобычу. Так, далее алюминий. По алюминию немножко сократились лонги. Спекулянты ожидают, что алюминий будет немножко откатываться. Действительно, сейчас для алюминия и того, что с ним связано, назрела такая ситуация. Посмотрим, как она будет разыгрываться на предстоящей неделе. Но вообще ему немножко бы выпустить пар не помешало. Все-таки алюминий это не нефть, не медь, не воздух и не вода. Так, далее по меди. По меди здесь остается в фазе снижения. Соответственно, пока что не делают ставку на то, что медь будет набирать обороты. Достаточно напрягающий это момент, потому что медь это все, что связано с производством, с электроникой, с электрикой и так далее. Ну, тут как ни крути, получается такая ситуация, когда сбой логистических цепочек автоматически снижает спрос на нефть, потому что невозможно производить продукцию в запланированном объеме. Так, друзья, ну и далее сырая нефть. Здесь идет стабильный прирост лонговых позиций. Никто не делает ставку на то, что нефть на предстоящей неделе будет снижаться. Здесь скорее либо движение на 94, либо консолидация в районе 80-84 по бренду. Так, далее золото. По золоту разворотная формация. Действительно, в конце того квартала разгрузили позиции. Сейчас с новыми силами и надеждами набрали. И текущее ожидание по золоту достаточно позитивное. Будет оно отскакивать. Вопрос только в том, перепишет оно исторические хаи или нет. Я склоняюсь к мысли, что в этом году не перепишет. Посмотрим, прав я или ошибаюсь. Но тем не менее, все равно он смотрит наверх. Так, друзья, далее NASDAQ. По NASDAQ ставка на то, что он будет пока консолидироваться. Нету определенных наметок, которые указывали бы на то, что ждут движения вверх или вниз. Скорее всего, технологический сектор будет находиться американский на этой неделе в консолидации. Так, далее природный газ. Здесь идет снижение шортов у спекулянтов. Но вот смотрите, по поводу того, как работает соты. По природному газу соты были отрицательные. То есть делали ставку спекулянты на то, что он будет снижаться. Тем не менее, мы с вами видим ситуацию, что произошел шортовый вынос и просто покосило масса игроков на фоне растущего спроса. Вопрос, может быть, спекулянты были мудры и они просто пересидели, и сейчас газ будет падать? Такое возможно, но это будет только в том случае, если изменится прогноз погоды на зиму. Если все сохраняется в текущем формате, то я думаю, еще много голов отлетит из-за того, что зашортили газ. Так, друзья, далее S&P. Ну, здесь тоже ставка на то, что S&P будет консолидироваться на достигнутых значениях. Особой динамики изменения позиций нету. По серебру тоже такая ставочка на то, что серебро будет находиться в боковике. Хотя, на самом деле, с моей точки зрения, на вот этой неделе мы увидим рост и золота, и серебра. Так, далее. То, что касается рубля. По рублю американские спекулянты делают ставку на то, что рубль будет удерживать текущие позиции, что ослабляться он не будет. Ну и действительно такая ситуация, она
вполне может рубль поддержать. Насчет укрепления рубля к доллару и евро, с точки зрения платежного баланса, оно уже давно должно было произойти, и рубль должен был там уйти, не знаю, на 68, а то и на 55 к доллару. Но мы с вами видим, такого не происходит. А если звезды зажигаются, значит кому-то нужно. И текущая ситуация с состоянием экономики, она как бы подтверждает, что, скорее всего, не произойдет значительного укрепления рубля. Ну, кто-то скажет, ну вот с нефтью, с газом такие цены, да ты что, как это самое, мы же должны роскошно жить. Во-первых, как показала практика, нету сейчас прямой зависимости уровня жизни от цен на нефть в Российской Федерации, это раз. Во-вторых, надо четко понимать, что когда идет рост цен на нефть, автоматически растет в цене топливо. Топливо и другие товары, потому что энергия, нефть, газ, они необходимы для производства. И следующий момент. В связи со сбоем логистических цепочек на Западе, там полная ужасная ахтунговая ситуация, и, соответственно, рост цен на товары, который происходит из-за сбоя логистических цепочек, он гораздо более ощутимее в негативном смысле, чем прирост вот того, что связано с энергией. И потом действует же бюджетное правило, когда выше 43 долларов за баррель просто все куда-то уносят и складывают. Итак, друзья, то, что касается доллар-рубль на предстоящую неделю, ожидание следующее, что будет боковик на достигнутых значениях, и, возможно, рубль попытается укрепиться до 70 рублей за доллар. Опять же, с точки зрения платежного баланса он уже 65 должен быть, а то и 55. Но те процессы, которые происходят, они мешают и в краткосрочном периоде укрепиться рублю, и во всех остальных последующих тоже. Да, есть неизбежность давления платежного баланса на доллар, но это, скорее всего, краткосрочный фактор, и потом непонятно, как он вообще будет раскрываться в ближайшее время, потому что есть еще так называемые геополитические риски, которые сдерживают укрепление рубля. Но надо четко понимать, что геополитические риски – это короткий и приходящий фактор. Основной фундаментальный фактор слабости рубля – это состояние российской экономики. Так, друзья, давайте перейдем к сегодняшнему календарику. Сегодня вроде бы пишут в Канаде День Благодарения. Мне казалось, что этот праздник в конце ноября. Ну ладно, сегодня так сегодня. Ну и на сегодня особо таких важных событий нету, кроме выступления центробанкиров всяких разных. Ну что ж, пусть выступают. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Китайский фондовый индекс CSI 300. Сегодня он демонстрирует такой достаточно сильный оптимизм. Но на самом деле здесь оптимизм, он весь сводится сейчас к движению в консолидационном диапазоне. Вот только в случае пробития консолидационного диапазона, который ограничен 5050-5080, можно будет говорить о том, что действительно какой-то оптимизм пришел. Сегодня то, что касается Китая, на что здесь можно обратить внимание. То, что Китай сегодня будет позитивно влиять на российскую площадку, на американскую и другие мировые площадки. Так, давайте заодно посмотрим и Evergrande. Да, здесь действительно по дневкам в чистом виде разворот с отскоком. Но надо четко помнить два момента. Во-первых, китайские акции с моей субъективной точки зрения вообще лучше не лезть. Это раз. Во-вторых, фундаментально вот эта область, связанная с недвижимостью в Китае, она находится в очень непростой ситуации. И фундаментально не наступило такое событие, которое указывало бы на то, что там произошел разворот. Да, там отскок может быть очень хороший, но демографическая ситуация, перекос в количестве произведенной недвижимости, в ее востребованности и местонахождении указывает на то, что на самом деле мы еще финального залпа орудий не видели. То есть здесь вот сейчас, да, может быть, его прокачают, сейчас там какой-то всплеск, впрыск оптимизма, она, может быть, даже отскочит отсюда и на 7, на 8, такое тоже может быть. Но я долгосрочно, среднесрочно бы на нее ставку не делал. И принимая во внимание ситуацию, ну вообще как построены все процессы в Китае, с моей точки зрения вообще инвестиции в Китай, они
очень и очень рискованно. Так, друзья, далее Baltic Dry, стоимость морского фрахта. Здесь у нас указание на то, что в ближайшее время инфляция издержек перепишет свои исторические максимумы, судя по тем движениям, которые в Baltic Dry и в других компонентах, которые разжигают инфляцию издержек. Так, друзья, далее давайте крипту взглянем одним глазком. Биткоин, дневной таймфрейм. Здесь, соответственно, после событий, которые были вчера, разгрузили бомбоотсеки, и есть все шансы для того, чтобы переписать исторические хаи. Критерий того, что не пойдет на этой неделе в ближайшие дни на 62 и выше, это коррекционный откат с пробитием уровня 52 800, 52 500. Да, задерг здесь был, этот задерг, это коса по сбору стопов. Так, друзья, далее S&P 500, дневной таймфрейм, ну, это SFD на фьючерс, он уже торгуется вроде как. Смотрите, здесь ситуация следующая. Исходя из вот этой динамики, которая была месяцем-двумя ранее, и динамики изменения позиций SOT SFTC, на предстоящей неделе наиболее вероятное движение – это консолидационный диапазон по S&P. Что может испортить этот консолидационный диапазон? Так, друзья, давайте на секундочку взглянем, что тут по новостям. Так, ну вот в Японии там отскок развивает обороты. Но здесь надо четко понимать, что экономика Японии, она очень высокоразвитая, это раз. И второй момент, она очень сильно зависит от ресурсов поставляемых. Нефть, газ и так далее. Несмотря на ставку и на развитие зеленой энергетики, эта страна, она очень сильно зависит от поставки энергоресурсов. Вот, поэтому, ну, там в любой момент из-за высоких цен ситуация может очень усугубиться. Тем более они в свое время погорячились. Да, там была страшная авария на Фукусиме, но тем не менее делать резкие движения в сторону минимизации отказа от ядерной энергетики, несмотря на все ее недостатки, с моей точки зрения, это достаточно опрометчиво, причем практически в любой стране. Так, ну вот еще Goldman режет прогнозы по росту США в следующем году. Ситуация, с моей точки зрения, вполне естественна, потому что рост ВВП США – это рост потребительских расходов. В эпоху, когда идет бурный рост инфляции и издержек, и даже главы крупнейших пищевых корпораций, Крафтс и так далее выступают и объясняют, что сейчас эпоха дорогих цен на еду, на питание, и не видно просвета, когда они будут дешевые. А о каком экономическом росте можно говорить, если здесь на таких базовых вещах экономический рост, он уже съедается и будет съедаться. Коварство инфляции и издержек заключается в том, что очень сильно она влияет именно на продукты первой необходимости. То есть Бентли подорожает не так сильно, как подорожает, ну там не знаю, что мясо или макаришки. И поэтому инфляция издержек, она на премиум-сегмент влияет очень мало. Ну как влияет, но не так сильно. А вот на массовый сегмент она влияет очень сильно. И поэтому, по сути, любой инфляционный рост, рост инфляции – это перераспределение доходов и усиление расслоения общества. Но если расслоение общества и движение индекса Джини на фазе экономического роста приводит к тому, что там возникает процесс взаимной индукции и усиления экономического роста, когда идет процесс спада, если нарастает расслоение, это приводит к каким-то неблагоприятным последствиям, потрясениям, или просто загниванию стран или сообществ. Так, друзья, то, что касается S&P, перейдем на часовой таймфрейм. Здесь не все так ужасно, потому как удержание 4350 приведет к тому, что мы все-таки отсюда попытаемся отскочить, и цель движения этого отскока будет находиться где-то вот здесь, в районе 4420. Если здесь возникает пробой, то у него вполне логичное движение – это попробовать закрепиться вот здесь, вот в районе значения 4315. Так, далее нефть. Но по нефти мы видели, идет наращивание позиций, дисбаланс в сторону спроса не выровнялся. Поэтому в текущей
ситуации закрепления нефти выше значения 83,5 и проторговка в течение 1-2 дней увеличивает шансы того, что уже на этой неделе мы можем по нефти увидеть 94. Что касается сегодняшнего дня, если здесь возникает коррекционный откат с пробитием 83,1, 83, то мы по нефти уйдем консолидироваться вот сюда, вот в район 81,4, 81,5. Ну и, соответственно, удержание уровня 83,2 по бренту придет к тому, что по нефти пойдет рост. И мы, может быть, даже сегодня увидим попытку роста в район 87-88. Главное, чтобы здесь было хорошо пробито и стали слышны громкие визги шортистов. Тогда, значит, все, 87-88. Так, друзья, далее VIX. Но смотрите, VIX, он практически выполнил цель. Единственное, он не закрылся ниже 18,5. Тем не менее, такое закрытие, это тоже сделало хорошо. И оно означает, что, ну, как минимум, на вот этой неделе мы увидим консолидацию по VIX. Не будет резких движений вверх, скорее всего. Если будут, то они наиболее вероятно будут носить краткосрочный характер. Ну и если такой сценарий реализуется, мы увидим, как у рынков открывается второе дыхание и наступает новогоднее рождественское ралли. Но если ориентироваться на позиции SOT SFTC, вот эта неделя, по ней ставка на то, что те события, которые произошли на прошлой неделе, они будут перевариваться и, соответственно, будет боковик, консолидация, как угодно. Так, друзья, далее золото. На сегодня, на текущий момент, если не будет коррекционного отката с пробитием 1750, это SFD на фьючерс, просто SFD на золото, прошу прощения, часовой таймфрейм, то нас ждет отсюда движение сегодня, либо сейчас, либо скорее все-таки ближе к 15:30 в район 1764 и попытка пробить это значение и удержаться. Если будет пробой 1750, то может быть коротенький задерг по золоту, у которого цель движения будет в районе 1737, вот здесь. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, часовой таймфрейм. Ну, как видите, никакого естественного укрепления рубля не происходит. Сейчас на текущий момент ситуация неопределенная, ну, потому что, во-первых, это утренняя и вечерняя сессия, которая, по большому счету, она особо никому не нужна. И, соответственно, сейчас ожидание 10 утра, когда будут подходить уже крупные линейные корабли, и там ситуация по рубль-доллару будет определяться. Я думаю, здесь наиболее рациональный сценарий, который напрашивается, это движение на тестирование 71,6. Вот если здесь возникает пробой, то мы сегодня-завтра по рублю увидим укрепление в район 71. Что касается данных по SOT SFTC, здесь ожидание на то, что рубль будет всю неделю двигаться в диапазоне 71,5, 72,9. Я вижу вот такой диапазон, исходя из позиции SOT SFTC. Но, как вы видите, при любой возможности рубль ослабляется, и здесь ситуация, она ничем не отличается от того, что было до этого. Маленькие-маленькие шажочки на укрепление рубля. Соответственно, малейший пробой, вот здесь, если возникает движение наверх и пробитие 71,95, в моменте мы очень быстро можем увидеть движение вот сюда, в район 72,35, 72,34 к этим значениям. Так, Ришка, она вообще сегодня отлично открылась. Ну, с такими движениями по нефти она обязана уже уйти на 200 тысяч. Но, как вы видите, такого тоже не происходит, потому что долларовая компонента. На текущий момент, если не возникает сегодня отката с пробоем 183 850, нас ждет либо дальнейший рост, цель движения 187 300, либо консолидация в этом достигнутом диапазоне. Так, друзья, далее Газпром. Здесь надо посмотреть, как сегодня будет открытие. Именно не фьючерса, а самой акции. Фьючерс уже торгуется. Дневной таймфрейм страшный, там как эти 3 темные сущности, 3 темные вороны. И, соответственно, то есть, исходя из такого таймфрейма, Газпром должен начать пикировать в район 340. Я думаю, вероятность такого события крайне невелика.
может быть еще чуть-чуть в район 360-355, либо от текущих значений консолидация и отскок, потому что надо взять 400. «Газпром» мы чуть позже посмотрим, там есть у меня ряд вопросов по его движению, надо мне все-таки сориентироваться, как сегодня будет открываться торговля. Так, друзья, на этой неделе весьма вероятно ГМК станет звездой, потому что его давили, палладий падал. Сейчас на текущий момент здесь полноценный отскок. На 21 500 сходили, все задачи выполнили, ниже не пошли, не дают его распродавать, сразу выкупают. Соответственно, тут все условия для того, чтобы на этой неделе произошло движение, у которого цель 24 300, а возможно даже и 25 500. Критерий того, что это движение не разовьется, коррекционные откаты, пробитие 21 тысячи. Вот если здесь мне было непонятно, то здесь достаточно высока вероятность того, что пойдет движение наверх. Как бы все ключевые задачи выполнены, кого надо повышвыривали, позиции набрали, можно его наверх немножко. Так, друзья, Сбербанк, дневной таймфрейм. Надо мне, опять же, по Сберу, по Газпрому посмотреть, как в 10 откроется, первый час поторгуется, и там тогда сориентируемся. Потому что у Гамака, у него ситуация практически безапелляционная. А вот у Сбера и Газпрома, как это самые старички потрутся ближе к 10, надо будет посмотреть. Все, друзья, спасибо за внимание. Успешных торгов, хорошего дня, много профита и прекрасного настроения.